Я после этого я решил посоветовать своей жене, чтобы она попробовала. У нее бывают судороги, были, сейчас нет у нее. Прилив энергии у меня появился, улучшение сна было. Вы в какой стране находитесь, чтобы Я зрители живу понимали? в Израиле. Здравствуйте, уважаемые зрители! Меня зовут Александр, и мы с вами находимся на канале биоактивного минерала Синтезит. И на этом канале мы встречаемся с замечательными людьми, кто принимал препарат Синтезит, минерал Синтезит, и они рассказывают свои результаты, улучшения, что они чувствуют, субъективные и объективные. И сегодня вот у нас на связи Виталий. Виталий, здравствуйте! Здравствуйте. Я Здравствуйте благодарю всех. вас, спасибо, благодарю, что откликнулись на наш вопрос о том, что вы почувствовали, принимая синтезит, написали нам ответное письмо, и сейчас я попрошу вас еще раз, да, вот как бы все, что вы нам написали, может быть, что-то уже изменилось с тех пор, как вы нам ответили, рассказать для наших зрителей, да, кто будет смотреть вот это наше интервью, рассказать, где вы живете, как узнали про синтезит, почему стали его применять и какие у вас и у ваших знакомых, родственников, кто еще там с вами вместе принимает, есть результаты. А я буду задавать какие-то, может быть, уточняющие вопросы. Итак, слово за вами, давайте, жду вашу историю. Хорошо. Значит, по поводу, где я узнал. Узнал я в интернете. Есть такой блогер, называется Саня во Флориде. Есть такой, да? Вот. И я его иногда смотрю, и он рекламировал вот ваш вот этот вот синтезит. Синтезит. Я решил, для начала я попробовал его проверить, ну что, на то, что это фуфло там или что это такое. Покопался, ничего плохого я не смог найти. Отзывы только хорошие. Ну и по виду рекламы видно, что это не обман. Как я очень многих знаю, которые обманывают и завлекают на свои сайты, но я решил попробовать. Хотя цена, в общем-то, не маленькая, но здоровье у меня не важное. Я на диализе занимаюсь различными лекарствами домашними, типа масло там принимаю, различные масла. Ну и хлеб делаю этот, из пророщенного зерна. Мгм. Ну, в общем, занимаюсь своим здоровьем, занимаюсь физкультурой. Поэтому решил попробовать, потому что у меня и жена не очень-то здоровая женщина. Думаю, попробую. Ну, попробовал, купил этот синтезит. Сначала я купил одну упаковку. Попробую, что это такое. Ну, я почувствовал, что, в общем, прилив энергии у меня появился, улучшение сна было. Ну, прилив энергии, улучшение сна. Там были кое-какие проблемы по ходу приема, но не из-за синтезита. А, Ну, потом я Виталий, еще можно у хотел. вас небольшой вопрос? А сколько вам лет, чтобы зрители наши понимали? Мне 70, мне Се... 70, но я как бы стараюсь быть в форме, Мгм. потому что у меня есть внуки, надо помогать жене. В общем-то, и вот сейчас он прибежал один. Маленький. Привет, привет. Здравствуй, здравствуй, ребенок, привет. А Вот. Ну стесняется, и стесняется. поэтому я чувствую себя неплохо. Ну, для того, чтобы поддерживать свое состояние, я в частности купил вот этот синтезит. Виталий, а Когда подскажите, пожалуйста, вот для наших зрителей, да, вот диализ, почему вы находитесь на диализе? Что это такое и в связи с чем? диализ это как бы, когда почки не работают, производят чистку крови, потому что не чистится кровь, и производит чистку. Это происходит у меня в больнице, происходит 2 раза в неделю. Это я делаю. Вот. Но тем не менее, у меня берут анализы раз в месяц, и я должен поддерживать определенный состав крови за счет питания. Больше мне нечем делать. Питание и занятия спортом, физкультурой, Мгм, вести здоровый образ жизни. мгм. Поэтому это очень важно для меня. Вот. И синтезит также
как бы там проскакивает что-то железо, а у меня гемоглобин низковатый. Ну, это у всех диализников гемоглобин низкий. Поэтому я также из-за этого подумал, может, мне поможет как-то это делать. Ну, в общем, примерно у меня по требованиям нашим у меня нормальный этот гемоглобин. Те, которые требуются. У нас не может быть такого нормальных людей. 15, там 14. По-русски не знаю, там, по-моему, 150 говорят. Да, да. Да, ну, у нас вот так. Это одно и то же, в принципе. Вот. Ну, у меня держится около 12, да иногда за 12 проскакивает. Ну, неважно. В общем-то, что еще вам сказать? После этого я решил посоветовать своей жене, Мгм. чтобы она попробовала. У нее бывают судороги, были, сейчас нет у нее. Судороги в ногах, у нее онемение рук. Мгм. Это вот прошло, сразу же прошло. Ну, я скажу, может быть, дня через несколько дней после первого приема. Мгм. И как бы энергию чувствует она. И Мгм. релиз. Поэтому я думаю, что он стоит своих денег. Конечно, дорого, но ну что поделаешь, надо. За здоровье ничего не жалко. Лучше, чем здоровья, ничего нету. Тем более, про себя я говорю, она тоже работает постоянно с внуками, вот они пришли сейчас, заняты. Помогает дочери, дочь должна работать. У нас трое здесь, только здесь трое внуков. Мгм. Надо Виталий, а детей. подскажите, пожалуйста, вот вы сказали, у вас в России, вы в какой стране находитесь, чтобы Я зрители живу понимали? в Израиле. Живу в Израиле, но говорю на русском языке. Ну, я понял, то, что вы наш соотечественник, видимо, который переехал в Израиль, да, в свое время? Да, я переехал сюда уже, когда вышел на пенсию, на пенсионном возрасте. Мгм. Ну, по поводу, здесь, наверное, все-таки с диализом это попроще. Правда, я когда переезжал, я еще не был на диализе, но почки уже все были готовы почти. Мгм. У меня врожденное заболевание, поликистоз, кисты на почках, поэтому я уже был готов ко всему. Поехал Мгм. сюда. Дети у меня уехали раньше, и я приехал сюда уже готовый. Ну, Ну, хорошо. живем. Мгм. Ну, вот что еще я бы сказал, сейчас я посмотрю. А подскажите, пожалуйста, вот вы начали синтезит принимать просто для того, чтобы лучше себя чувствовать или для чего? То есть вот как бы как связано И гемодиализ я, и... сначала я попробовал, просто попробовал, что это такое. А потом стал, чтобы лучше чувствовать. Но я сейчас сделал перерыв, потому что у меня иногда получается все сразу. И одно, и другое, и третье. И потом не поймешь, от чего лучше стало. Поэтому я немножко решил отдохнуть от этого дела. Но занимаюсь, сейчас я именно пророщенным зерном занимаюсь и маслом льняным. Вот у меня два лекарства. Мгм. Остальное все дают здесь в больнице, в аптеке. Ну, стараюсь так. Ну, давление у меня... ну, давление тоже. На давление сказался этот синтезит. Давление снижается однозначно. У Мгм. меня снижается, поддерживает. Ну, имейте в виду, что оно не повышается до Не, какого-то... не, не повышается сверх предела. У нас Мгм. тоже давление, я поддерживаю. Вот сейчас у меня давление, вот сегодня и утром я пришел на диализ, у меня было 120 на 70 давление. Может, Мгм. больного. Ну, такой больной. Мгм. Ну, ладно. Ну, это я за счет своих всех дел. Так-то низковатые для них. Ну, это то, что я вам рассказываю, никому здесь не интересно. С врачами разговаривать по этому поводу, это бесполезно. Мгм. И слушают это все. Просто грузить их, они это не воспринимают. Воспринимают только те лекарства, которые в аптеках продаются, то, что они выпьют. Все, больше ничего. Ну, это нормальная позиция официальной доктрины, поэтому на это не стоит обращать Я внимание не и считаю, что обижаться, это да. нормально. Это нехорошая позиция. Но это их нормальная позиция, та позиция, которая их, да. То есть мы тут вмешиваться права какого-то не имеем, поэтому действуем согласно Это нашему я разумению, так сказать, да?
Я на свой страх и риск, как говоря, работаю. Жить-то мне, они меня там чуть не прикончили один раз. Поэтому я теперь думаю про себя. Хорошо, хорошо. Ну, хорошо, ладно, спасибо, что согласились дать нам вот небольшое такое интервью. Я буду ждать дальнейших ваших результатов. Дай бог у вас будущая жизнь с вашим диализом и предстоящими вашими процедурами, которые вам предстоят, она сложится достаточно удачно. В связи с этим хочу сказать то, что у нас есть данные, что при, допустим, той же самой трансплантации, да, синтезит способствует вот, нормализации вот этого момента, когда организм пытается отторгнуть орган. То есть есть такие данные, поэтому возможно, да, что это поможет в будущем каким-то образом. Не будем сейчас Я загадывать. Да. очень рад. Но у меня пока о трансплантации, о будущей трансплантации, как бы я думаю, может быть, через год начнется актуальный вопрос станет. Сейчас вот летом я должен идти на проверку. Если все нормально, вопрос поднимется. Ну хорошо, да, не будем тогда загадывать. Спасибо, что согласились. Жене вашей передавайте привет. Пусть она дальше здоровеет и помогает вам справляться с внуками. Вам спасибо и всем, кто изобрел это лекарство, большое спасибо. Будьте здоровы. Всем зрителям рекомендую. Хорошо, спасибо большое Каждый за должен интервью. попробовать. Каждый должен попробовать и сам для себя решить. Я не говорю, что это вот панацея от всего. Но попробовать, я считаю, нужно. А там уже будет самое следующее. Да, не попробовав, ты не оценишь, тем более силу И вот, такого да. препарата, как синтезит, не понять даже по рассказам, по тем же самым. То есть то, что люди говорят, это одно, Нет, нет, когда на себе можно. это другое. Потому что много обмана в этом в интернете. И я-то его отличаю, конечно. Сразу. Тем более после того у вас появилась эта самая ну, информация о том, что на выставке был ваш препарат в Эмиратах. Так что, не знаю, как еще понять, все нормально. Так что не бойтесь, он того стоит. Хорошо, Виталий, ладно, спасибо большое. Все, будем на связи, всего хорошего, до свидания. Спасибо, до свидания, всего доброго.